Приветствую всех на канале Геймер из провинции. Это третье видео из цикла коллекция PlayStation 3, распаковки моих дисков, которые являются в моей коллекции. Сегодня будут еще 5 дисков, смотрим дальше видео. Итак, первая игра, которая будет сегодня в этом видео, это Valkyria Chronicles. Как видим, у меня первопресс. Год выпуска 2008. Значит, в комплекте мануал, очень толстый, и двойная обложка. Посмотрим мануал. Мануал, как водится, черно-белый. Чаще черно-белый. Цветные бывают очень редко. Но этот мануал очень толстый. Черно-белые такие бывают редко толстыми. Значит, игра собой представляет пошаговую, можно сказать, не стратегию, так как здесь вид от третьего лица. Но бои происходят не в реальном времени, а в пошаговом. Значит, Valkyria Chronicles это эксклюзив PlayStation. Переиздавалась на PlayStation 4 данная игра. Вот, в видео вы увидите, что сеттинг напоминает как бы Первую мировую войну, но есть какие-то зачатки футуризма, которые интересны. Поэтому игра интересная, но есть один минус такой, что перевода на русский язык, к сожалению, на PlayStation 3 не было. Вот, поэтому смотрите видео, судите по игре, возможно, она вам понравится. Следующая игра, которая есть в моей коллекции, это Batman Arkham Asylum. Год выпуска 2009. Игра мультиплатформа, то есть выходила везде. Я лично проходил ее на ПК. Мануал. Как и водится, черно-белый. Что по игре? Игра является экшеном от третьего лица. Геймплей у вас на экране. Бои происходят в стиле битэмапа, то есть у нас много ударов, есть различные приемы, есть различные бэт-штуки, так как это Бэтмен супергерой, и у него есть свои гаджеты, очень интересные, которые разбавляют бои. По своей сути боевка очень динамичная и не заставляет напрягаться или мучиться как-то. Сама по себе игра проходится где-то примерно за 10 часов. Весь сюжет происходит в психиатрической больнице. Уровни не всегда, как мы привыкли видеть, из-за спины от третьего лица, есть и другие уровни. В геймплее я постараюсь вам показать именно другие уровни с другим видом сбоку.
Тем, кто не играл в этот Бэтмен Arkham Asylum, очень советую ее пройти, так как игра является одной из лучших серий по супергероям. Следующая игра, которая есть в моей коллекции, это God of War 3. God of War 3 является эксклюзивом консоли PlayStation. Соответственно, у него двойная обложка. Вот такая. Мануал, как водится, черно-белый. И очень тонкий. Но хорошо, что на русском здесь расписаны нюансы игры. Что по игре? God of War — это серия эксклюзивных игр про бога войны. Является собой экшеном от третьего лица, но не всегда от третьего лица, где мы изничтожаем различных приспешников богов, либо самих богов древнегреческой мифологии. Сама игра по себе является очень динамичной и очень зрелищной. Есть свои нюансы ранних версий игры, это God of War 1, 2 и 3, так как переиздание 2016-2018 года это немножко игры уже про другое. Здесь в этих играх нет, опять же, повестки, нет политкорректности. Здесь бог войны является самим собой жестоким человеком, который изничтожает других богов. Игра также проходится примерно за 8-10 часов, если не получать платину. Прохождению советую, так как на PlayStation 4 вышло переиздание, ремастер. Можно поиграть и пройти там в геймплей, постараюсь показать более-менее эпичные какие-то бои или моменты. Следующая игра из моей коллекции — это Gran Turismo 5 Academy Edition. Academy Edition — это Gran Turismo 5 со всеми дополнениями DLC, которые выходили ранее. Эксклюзив, на который изображен Nissan Skyline в 35-м кузове GTA. В комплекте рекламка от нерабочий и мануал. Мануал тоненький. Фокус опять не ловится. Игра собой представляет симулятор кольцевых гонок, который представлен более 600 автомобилей. Gran Turismo 5 является номерной частью, соответственно, в ней есть режим карьеры. Игра, по мнению многих, является эталоном эталоном автосимулятора, но я бы так не сказал, потому что Gran Turismo не такая хардкорная, как Assetto Corsa Competizione, которая нынешняя, или iRacing, который совсем симулятор. В Gran Turismo можно играть на джойстике и довольно-таки неплохо чувствуется автомобиль. В геймплее я вам покажу саму игру, так что смотрите и оценивайте.
крайняя на сегодня игра из моей коллекции — это Red Dead Redemption. Первый. У меня немецкое издание. Пару слов про немецкое издание. В немецком издании обложка вот такая. Во всех остальных изданиях, которые продавались, Red Dead Redemption выходил вот с такой обложкой, как вышел ремастер на PlayStation 4. Такая обложка только в немецком издании. Смотрим по комплекту. В комплекте у нас карта и мануал. Мануал цветной, так же как был в GTA 4, именно в Midnight Club. Скриншоты цветные. Здесь, скорее всего, показано и рассказано про все нюансы игры, про каких-то персонажей, про какие-то аспекты самой игры. Так, теперь посмотрим карту. Карта выполнена из очень толстого картона. На одной стороне у нас плакат, а на другой стороне у нас непосредственно карта всего района с обозначениями. Кстати, нюанс такой, что в самой игре не все эти обозначения есть. Ну или, возможно, их надо открыть или проехать там. Что по игре? Игра является GTA в открытом мире. Вместо машин у нас кони и пустыня. В данный момент времени прохожу ремастер на PlayStation 4. Весь юмор рокстаровцев чувствуется и здесь, хоть это и пустыня. Здесь можно грабить караваны, грабить поезда, задерживать, угонять лошадей, вязать их лассо и пригонять к себе. Также можно и помогать кому-то, кто просит помощи. В любом случае на экране своем вы видите геймплей. Я думаю, он вас не оставит равнодушным, и вы захотите поиграть. В данный момент на компьютере у нас выходила вторая часть, которая является более обширной и более красивой. Нюансом издания для PlayStation 3 и Xbox 360 является то, что там нет русских субтитров. В переиздании для PlayStation 4, которое я вам показывал ранее, есть русские субтитры. Так что смотрим геймплей и любуемся. Благодарю всех за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Для тех, кто хочет смотреть в хорошем качестве, без задержек и без подгрузок, в описании канала есть ссылка на YouTube канал, где выходит видео в одно и то же время, как и на YouTube. Так что переходите туда, подписывайтесь и смотрите там. Всем здравия, не болейте. Жду вас в следующих своих видео и на своем канале. Всего доброго.